Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. И в этом видео я расскажу вам, как я вязала вот эти митинги. Ну, на самом деле, в этом видео я расскажу вам, как я вязала одну вот эту митинку. Это правая митинга. Левая митинга здесь у меня черновая, я ее распущу. И из этой пряжи потом в следующем видео свяжу левую митинку, потому что это черновик. Здесь все практически неправильно. Смотрите, на одну такую митинку нужно 34 грамма. Я вязала из пряжи Alize Royal Merino. Здесь моточки по 50 грамм, то есть вам одного мотка хватит на одну лишь митинку. На вторую митинку нужен будет второй моток. Крючок для этой работы я использовала 4 миллиметра. И вы, наверное, уже обратили внимание на хронометраж данного видео. Оно больше часа. На самом деле изделие очень небольшое, я бы сказала, даже маленькое. Его можно связать за один вечер. Наверное, за этот час его как раз и можно связать. Просто я подробно, детально в этом видео показываю практически все, потому что нюансов вязания здесь достаточно много. Сначала я начну с того, как вязать ладошку, потом расскажу вам, как вязать палец, как сделать вот такие красивые убавки и прибавки для пальчика, чтобы вот так вот изящно он смотрелся. Заметьте, на моем черновом варианте у меня палец сделан не так, даже как-то стыдно вам показывать, поэтому не буду. Затем мы перейдем на узор, свяжем вот этот вот узор. Здесь достаточно много разных нюансов, но с этим узором у меня также есть некоторые изделия, есть носочки, есть просто отдельный узор на канале. Но в конце сделаю еще несколько простых рядов и затем снова сошью это изделие ювелирным бесшовным швом, который не виден ни с лица, ни с изнаночной стороны. И тогда получится вот такая вот изящная работа. Поэтому данное видео исключительно про правую митинку, как я уже сказала. Следующее видео будет такое же подробное, такое же детальное, такое же длинное, скучное, нудное, но уже про левую митинку. Поэтому с вас, естественно, лайк, комментарий, смотрите видео до конца. И спасибо большое, что поддерживаете меня. Если вам нужна схема и текстовое описание, то, как всегда, оно будет на бусте, но после того, как я выпущу уже видео про левую варежку, там будет схема, они не слишком будут друг от друга отличаться. В принципе, если вы обладаете каким-то опытом вязания и вы свяжете со мной правую варежку, то вам станет уже понятно, как вяжется левая, и можете вязать ее самостоятельно. Но если хотите вязать со мной, то просто ждите следующего видео тоже. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Совсем забыла сказать, что кроме пряжи и крючка мне также потребуется контрастная нитка для набора, это уже традиционно, иголка для сшивания шерсти и несколько маркеров для того, чтобы отмерить расстояние для большого пальца. Беру контрастную нитку, беру крючок и набираю цепочку из 38 воздушных петель. Это будет длина моей митинги. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, цепочка набрана, у меня 38 воздушных петель. И дальше перехожу на вязание основным цветом. Беру уже нитку основного цвета. Следующий ряд будет первый ряд и работаю так. Первый ряд. Делаю воздушную петлю подъема, дальше поворачиваю немножко наборную цепочку и вкалываю крючок в перемычку. Вот так. И делаю соединительную петлю. Раз, в следующую точку делаю соединительную петлю 2, в следующую точку делаю соединительную петлю 3 и в следующую точку делаю соединительную петлю 4. Это будет резинка для верхнего края митинги. То есть вот эта резинка у меня состоит из 4 соединительных петель обычных. Внизу у меня тоже есть такая же резинка, но здесь не 4 соединительных петли, здесь 6 соединительных петель обычных. Дальше перейду на необычные соединительные петли, на соединительные петли с накидом. Их будет 28. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок в перемычку и вяжу соединительные петли с накидом. Раз, два, точно так же в перемычку. 3, 4, 5, 6.
В общем, работаю так, делаю 28 соединительных петель с накидом. 28 соединительных петель с накидом я связала, и дальше обычные соединительные петли. Их будет 6. Раз. Точно так же за перемычку 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше будет второй ряд. Второй ряд — это просто 38 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Все остальные ряды я буду вязать за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работаю так до конца ряда. Вот, связала я 2 ряда. И здесь получается такая косичка по лицевой стороне. Дальше третий ряд, он будет аналогичен первому, то есть это воздушная петля подъема, 4 соединительных петли, 28 петель, соединительных петель с накидом и 6 обычных соединительных петель. Только здесь вяжем все за дальнюю дужку. Теперь все остальные ряды всегда мы вяжем за дальнюю дужку. Почти все. Будет небольшое исключение, но об этом дальше. Пока что вяжем так. Раз, два, три, четыре. 4 связала и перехожу на вязание соединительными петлями с накидом. То есть это будет третий ряд, он такой же, как первый. Дальше будет четвертый ряд, он такой же, как второй. И мы чередуем эти два ряда, четный, нечетный. Так. Вот видите, стала образовываться вторая косичка. И, в общем, мы чередуем эти два ряда, четный, нечетный, пока таких косичек не будет 10. Встречаемся там, то есть это мы провяжем 20 рядов. Встречаемся там, и в 21 ряду будут некоторые изменения. Я связала 10 пар рядов, да, то есть считаем косы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше будет 11 пара, она будет укорочена. Итак, как она делается? Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку вкалываю крючок и делаю 4 соединительных петли. 1, 2, 3, 4. А дальше вяжу соединительные петли с накидом за дальнюю дужку. И их будет 28. То есть здесь я вешаю маркер на 6-ю петлю. Это будет последняя петля резинки. И вот работаю вот этими объемными соединительными петлями до маркера. Маркер оставляю не провязанным. То есть вот эти 6 петель оставляю не провязанными. Итак, провязала один ряд, оставила 6 петель недовязанных. Дальше воздушная петля подъема и поворот. И дальше будет палец. Для пальца я отмеряю от верхнего края 12 петель и на 12-ю петлю вешаю маркер. То есть вот здесь у меня получается после маркера и до начала следующего маркера, то есть между маркерами 20 петель. Их я и вяжу. Так, воздушную петлю подъема я сделала. Дальше за заднюю стенку петли, за дальнюю дужку вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 соединительных петель я связала. Дальше делаю 4 воздушных для пальцев. 1, 2, 3, 4.
И теперь в обратную сторону я буду вязать уже пальчиком. Итак, еще одна воздушная петля — это петля подъема. Поворачиваю изделие и здесь работаю так. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку, делаю одну соединительную, в следующую точку за дальнюю дужку делаю вторую соединительную, а дальше будут объемные соединительные петли, которые делаются с накидом. То есть делаю накид, опять за дальнюю дужку и вяжу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. До конца ступеньки я не дохожу 3 петли. То есть у меня получилось 19 соединительных петель с накидами. Дальше воздушная петля подъема, поворот и снова за дальнюю дужку во второе звено от крючка вяжу соединительные петли. Здесь будет итого 21 соединительная петля. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Снова воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, делаю 1 соединительная, в следующую точку 2 соединительная. И дальше опять работаю объемными соединительными петлями, то есть вяжу их с накидом. И делаю раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снова 3 петли оставляю недовязанными. Получается 16 соединительных петель с накидом. Опять воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено вкалываю крючок и в обратную сторону работаю до конца пальчика. Это будет 18 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Так. И следующий ряд. Опять воздушная петля подъема, поворот. Здесь
Опять во второе звено от крючка сначала делаю 2 обычных соединительных петли. Раз, 2, а затем начинаю делать соединительные петли с накидом, и их будет 13. То есть 3 петли я снова оставляю недовязанными. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да, их будет, конечно же, 13. Итак, соединительные петли с накидом закончены. Их 13 и 2 обычных. Итого 15. Воздушная петля подъема поворота в обратную сторону. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Просто 15 соединительных петель обычных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Опять воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, вкалываю крючок, 2 обычных соединительных петли, раз, 2, и вяжу в этом ряду ровно столько же соединительных петель с накидом, сколько в предыдущем. То есть опять их будет 13. То есть мне нужно упереться вот в эту ступеньку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону просто 15 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше мне нужно будет связать вот до этой ступеньки. Здесь сделать сцепку через 2 ряда, спуститься вниз и здесь провязать еще 3 петли. Итак, начинаю все точно так же. Сначала 2 обычных петли. Раз, 2. Дальше пойдут петли с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше сцепка и петля в нижний ряд. Как я здесь делаю сцепку? Здесь нужно пройти через 2 ступеньки, поэтому делаю сцепку с обратным накидом. Делаю обратный накид на крючке, вкалываю крючок сначала в первую ступеньку и в перемычку. Вот так подхватываю 2 нити, затем снова во вторую ступеньку и в перемычку. Точно так же подхватываю 2 нити и вкалываю крючок в нижний ряд за дальнюю стенку петли, да, за дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую нить и аккуратно я ее вытаскиваю через все нити на крючке.
вытаскиваю и подтягиваю. Раз и два. Это получается 14 петля, 15 и 16. И я упираюсь ровно в следующую ступеньку. Воздушная петля подъема и поворот. И вот посмотрите, как вливаются тогда вот эти вот ряды друг в друга, да? Получается, как бы они теперь все выходят из одной точки. И теперь в обратную сторону работаю обычные соединительные петли. Как мы доработали до этого. Второе звено от крючка начинаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Следующий ряд. Опять воздушная петля подъема и поворот. Снова сначала 2 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два. И дальше пойдут соединительные петли с накидом. Их будет 16. Раз, два, 16 до ступеньки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Я дошла до ступеньки. Здесь опять ступенька через 2 ряда. Раз, два. Мне нужно будет спуститься снова вниз, сделать степку и провязать 3 петли из нижнего ряда. Делаю опять обратный накид. Вкалываю крючок в первую ступеньку, подхватываю 2 ниточки, во вторую и в нижний ряд. Подхватываю рабочую нить и вывожу ее через все петли на крючке. Так, это 17, 18 и 19. И останавливаюсь у следующей ступеньки. Воздушная петля подъема, поворот. И вот смотрите, уже 2 веточки сходятся в одной точке. Раз, два. Теперь снова в обратную сторону работаю соединительные петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Воздушная петля подъема и поворот. Снова делаю 2 соединительных петли обычных за дальнюю стенку. Раз, два. И дальше опять пойдут соединительные петли с накидом. Вяжу сначала до первой ступеньки. Раз, два. Это будет 19 соединительных петель с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. Опять оказываюсь у ступеньки через 2 ряда, да? Делаю накид на крючке, вкалываю в первую ступеньку, подхватываю 2 ниточки, вкалываю во вторую ступеньку, подхватываю 2 ниточки и в нижний ряд. Это 20, это 21 и 22. Воздушная петля подъема и поворот. И на самом деле на этом вязание пальца у меня почти закончено. Следующим рядом мы сошьем палец вот так и перейдем обратно на вязание основной детали. Итак, во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку и начинаю делать соединительные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Все верно. Дальше надо сшить палец. Я складываю изделие вот так. Давайте, нет, сначала сделаю воздушную петлю подъема, подтяну ее. Дальше складываю изделие вот так, изнанкой наружу, лицом внутрь. И я набирала 4 воздушных петли в самом начале для пальца. И теперь я соединю это изделие 4 соединительными петлями. Ни больше, ни меньше. Вкалываю крючок в дальнюю дужку, во второе звено от крючка. И здесь вот в наборную косичку делаю. Так, давайте еще раз. Делаю одну соединительную, в следующую точку опять за дальнюю дужку и здесь снова в наборную косичку. Вторую соединительную за дальнюю дужку в наборную косичку. Так. Третья соединительная и за дальнюю дужку в наборную косичку. Четвертая соединительная. А теперь мне нужно пойти вязать, но не вниз вдоль пальца, а наверх, вот сюда, к остальным пальцам. Как я тут работаю? Давайте я сниму маркер, он теперь не нужен, он мешается. Здесь у меня 12 петель осталось. Это будут 12 соединительных петель, но для того, чтобы не образовать вот в этом месте разных отверстий, как, знаете ли, часто бывает в любых варежках, что крючком, что спицами, здесь я использую несколько приемов. Смотрите, я вкалываю крючок вот сюда, вот видите, здесь такая вот дужка идет от предыдущей петли. В нее, в следующую, и еще вколю крючок вот так, вот в эту перемычку. Вот. Очень туго все подтягиваю и делаю одну соединительную петлю. И считаю. Раз. Да? В следующую точку. Это нужно для того, чтобы просто дырочки не было. Опять в дальнюю полупетлю. И вот здесь вот есть. Вот она, перемычка. Ее я тоже свяжу за перемычку. 2. А дальше пойдут обычные соединительные петли, как мы привыкли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Можно дальше пальчик вывернуть. Все, видите, палец связан. И теперь я продолжу вязать опять просто поворотными рядами
Вот так вот до конца ряда. Если не хотите делать какой-либо узор, то просто можно вязать вот этими же вот пышными косичками. Но я буду делать узор с этой стороны. Итак, следующий ряд. Снова воздушная петля подъема, поворот. Сначала делаю 4 соединительных петли обычных. Раз, два, три, 4. Дальше пойдут петли с накидом. Их будет 8, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, следим тут за пальцем. 7. И вот сюда 8. 8. И дальше перехожу вот так вот на вязание, да, вот этой части. Продолжаю считать. Здесь даже можно опять сделать сцепку через 2 петли. Не сцепку, а провязать соединительную петлю через 2 петли. Вот, допустим, вот так, чтобы было опять поплотнее. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 и 28. Это ровно то число соединительных петель с накидом, которые мы набирали, которые мы вязали в самом начале, в самых первых рядах, да. Помните, у нас было в начале 4 обычных, 28 с накидами и 6 обычных. Вот если вы вернулись к этому числу, к 28, или, может быть, у вас было другое число, то все правильно. Если вы здесь получили другое число, не то, которое вязали вот в этих рядах, то где-то ошибка. И я опять оказываюсь у ступеньки, и здесь опять делаю сцепку через 2 ряда. Делаю обратный накид. Так, вкалываю крючок в первый ряд, подхватываю 2 ниточки, во второй ряд подхватываю 2 ниточки и за дальнюю петлю в нижний ряд. И вяжу. Так, это сцепка. Раз. И дальше обычные соединительные петли. 2, 3, 4, 5, 6. В этом месте получается 5 обычных соединительных петель, и вот одна соединительная петля, все-таки она идет с обратным накидом, потому что она является сцепкой. И вот, посмотрите, вот так связался палец, да, здесь все хорошо, все плотно, ничего мы иголкой не сшивали, просто все вязали. Ну и следующий ряд опять воздушная петля подъема. Поворот. Здесь все петли обычные, это 38 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю во второе звено от крючка. И работаю так, вяжу просто до конца ряда за дальнюю дужку. Провязала я 38 соединительных петель в следующий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. 4 обычных соединительных петли. Дальше
28 соединительных петель с накидом. И здесь в конце будет 6 обычных соединительных петель. Так, данный ряд я провязала. На нитке не обращайте внимания, у меня тут закончился один клубок, вставляю следующий. И следующий ряд мне нужна еще одна коса, то есть это еще одна пара рядов. Я уже немножко сбилась со счету, какой у меня ряд, но на экране подпишу при монтаже. Итак, воздушная петля подъема, поворот. И здесь начинаю опять во второе звено от крючка, работаю обычными соединительными петлями за дальнюю дужку. В этом ряду их будет 38. Ряд из обычных соединительных петель связала, и теперь снова следующий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Сначала 4 соединительных петли за дальнюю дужку обычных. Раз, два, три, 4. Дальше 28 соединительных петель с накидом. Ну, такой обычный полный ряд. И в конце будет 6 обычных соединительных петель. Итого это снова 38 петель. Довязываем этот ряд до конца, и дальше начнется узор. Я вам покажу, как делать этот узор. Итак, связала я очередной ряд. Вот смотрите, как здесь сориентироваться. Если вы вот так вот складываете варежку, да, то вот по нижней стороне будет 11 косичек, а по верхней стороне только 3. И вот когда у вас 3 стороны по верхней косичке, то есть складывать ровно пополам относительно пальца, значит время делать первый ряд узора. Узор, он вот такой, и он будет состоять всего из 2 рядов. Один ряд вяжем туда, а один ряд вяжем обратно. Сами же эти ряды будут состоять из множества маленьких, укороченных и удлиняющихся отрезков. Но отдельно я эти отрезки в ряды не выделяю, мне так удобнее. Итак, первый отрезок, в нем 8 соединительных петель. Во второе звено от крючка начинаю этот отрезок. Раз, обычных, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, я связала 6 соединительных петель, надо связать 8. И здесь у меня сначала была резинка, а дальше идут пышные петли. И вот в этом ряду я эти пышные петли буду вязать не как обычно, вот так вот, за дальнюю дужку. Так не вяжите. Я их буду подхватывать за 2 передние дужки. Вот так. Так, давайте только подхвачу нормально. Так. 7. И следующую точно так же подхватываю. 8. Вот, для чего это нужно? Я в этом узоре хочу оставить вот такое пространство между самим узором, вот он, колосок, и вот вокруг него как бы колонки из других колосков, да, из косичек. И вот здесь нужно пространство, это как будто бы имитация, знаете ли, изнаночной петли в вязании, вязание спицами. И вот поэтому для того, чтобы здесь осталось такое пространство, нужно изменить способ подхвата. Будем подхватывать вот этот ряд, чтобы не осталось косички, а чтобы он вот так вот, видите, свернулась она, эта косичка. Мы будем подхватывать за 2 передних полупетли. Воздушная петля подъема и поворот. И в обратную сторону. Сначала 2 соединительных петли с накидом. Раз, 2 и 6 обычных. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И вот смотрите, готов один небольшой участок этой косы. Следующий ряд. Здесь мы снова провязываем 8 соединительных петель обычных, доходим до ступеньки, спускаемся на ряд ниже и из нижнего ряда провязываем 6 петель. Итого это получается 14. Итак, во второе звено от крючка начинаем. Раз, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Дальше делаю сцепку в нижний ряд, вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд, но точно так же я подхватываю 2 передних дужки. 9, 10, 11, 12, 13, 14. И на этом еще один отрезок готов. Дальше воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, и здесь 6 соединительных петель за дальнюю дужку с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И еще один отрезок готов. Дальше выпуклый элемент листик. Как он делается? Вкалываю крючок во второе звено от крючка, за дальнюю дужку делаю соединительная петля. Дальше соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом. Так. Соединительная петля с накидом и соединительная петля. Выпуклый элемент листика готов. Всего он делается из 6 петель, из 6 разных петель. Дальше вкалываю крючок в перемычку и снова ухожу в нижний ряд. Мне нужно сделать еще 2 соединительных петли. И здесь точно так же я их подхватываю за 2 передние дужки. 1, 2. Воздушная петля подъема и поворот. И здесь дальше работаю так. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Последняя точка. 8. Дальше ступенька. Значит, делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку, в ниточку. Вот так в 2 нити подхватываю. Накид на крючке делаю и в нижний ряд. 9. Подтягиваю, подтягиваю. И 10. Как бы раппорт-то я связала, да, но мне нужно уйти еще в резинку. И здесь делаю 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. Здесь сначала вяжу 6 обычных соединительных петель, это резинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот дальше пойдет начало раппорта. Я вам скажу, где начало раппорта, где конец раппорта. То есть это то, что мы будем повторять. Итак, 16 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, перед ступенькой. 10. 10 провязали, остальные 6 из нижнего ряда. Но сперва сцепка. Опять вкалываю крючок вот в перемычку и в нижний ряд за 2 передних дужки. 11, 12,
13, 14, 15, 16. Итак, готов отрезок из 16 соединительных петель. Дальше воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, 6 соединительных петель с накидом. Раз. За дальнюю дужку. Так. 2. 3. 4. 5. 6. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Соединительная петля, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, соединительная петля. Дальше 2 петли из нижнего ряда. Но сначала сцепка. Итак, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд за 2 передние дужки. Раз и 2. Воздушная петля подъема, поворот и 10 соединительных петель с накидом в обратную сторону. Накид на крючке за дальнюю дужку. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Снова сцепка. Сцепка, которая выйдет на лицо. То есть я ее делаю, подхватываю 2 ниточки, делаю накид и в нижний ряд за дальнюю дужку. 9. Снова накид и в нижний ряд за дальнюю дужку. 10. Воздушная петля подъема, поворот. И на этом вот этот вот 10 это конец раппорта. Да? То есть раппорт 16 петель туда, затем 6 петель обратно, затем выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда и 10 петель обратно. Итак, давайте повторим еще раз. 16 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сцепка. Как всегда, если я иду в нижний ряд, именно вот в этом случае, в этом первом ряду, то я, значит, подхватываю 2 передних дужки. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Так, фактически у меня сейчас будет листик, последний листик, третий, и он пойдет в резинку. То есть здесь немножко другая последовательность. Да, то есть у меня всего 3 листика. Раз, два, 3. И третий листик уходит своими веточками в резинку. Поэтому здесь будем немножко изменять. Но если вы вяжете какое-то более длинное изделие, ну, может, вы вяжете длинные там митинги, варежки или еще что-то, или у вас более тонкая пряжа, то раппорт вы запомнили, да? 16 петель туда, 6 петель обратно, выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, 10 петель обратно. И так повторяйте, ну, пока вы не дойдете до своего последнего листика, чтобы его как-то видоизменить и вписать в ваш узор. Итак, следующий у меня идет 6 петель с накидом обратно. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю, делаю 6 соединительных петель с накидом. Раз. Так.
Что такое? Эта пряжа у меня просто уже несколько раз распущена, и она уже, конечно, свою скрутку потеряла. 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и в последнюю точку просто соединительная петля. Дальше сцепка. И если бы мы вязали раппорт, мы бы связали только 2 петли из нижнего ряда. Но мне нужно сейчас будет уйти в резинку, поэтому я вяжу до конца. Итак, смотрите. Делаю сцепку. Так, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Раз. 2. И продолжаю до конца. 3. 3. 4. И дальше 4 соединительных петли от резинки, их я уже вяжу за дальнюю тушку, потому что пышные петли закончились. 1, 2, 3, 4. Итого после листика здесь получилось 8 соединительных петель. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь в обратную сторону. Сначала 4 обычных соединительных петли. Начинаю опять во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4. Делаю накид на крючке. И здесь вяжу 12 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше сцепка. Сцепка, которая выйдет на лицо. Значит, вкалываю крючок в 2 нитки, делаю накид на крючке в нижний ряд. 11, подтягиваю, подтягиваю и 12. Воздушная петля подъема и поворот. И вот смотрите, получился листик, который уходит в резинку. Ну и теперь обычные соединительные петли до конца ряда. Их будет 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И остается еще один небольшой элемент, и на этом будет первый ряд готов. Воздушная петля подъема, поворот. Сначала делаю 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот и 8 обычных соединительных петель. За дальнюю дужку начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. И вот, наконец-таки, мы связали один ряд, первый ряд узора, первый ряд с вот этими листиками. Дальше будет второй ряд, и он пройдет от этого края вот до сюда. Итак, начинаю второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот, 4 обычных соединительных петли. Во второе звено от крючка начинаю за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. Дальше 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий отрезок во втором ряду. Воздушная петля подъема, поворот, снова 4 обычных соединительных петли. Раз, два, три, 4. Дальше пойдут соединительные петли с накидом. Делаю накид на крючке. Раз, два, три и 4. Дальше сцепка из 2 рядов. Раз, два. То есть здесь сначала делаю обратный накид, дальше вкалываю крючок в одну ниточку, во вторую первого ряда, в одну ниточку во вторую второго ряда и в нижний ряд. И протаскиваю рабочую нить через все петли на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. Это 5. В следующую точку 6, 7, 8, 9, 10, 11 и в последнюю точку 12. Воздушная петля подъема и поворот. И дальше в обратную сторону 16 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот. Снова 4 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. И здесь будет уже 10 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. Дальше выпуклый элемент листика. Соединительная петля. Соединительная петля с накидом. Полустолбик с накидом. Полустолбик с накидом. Соединительная петля с накидом. И соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше начинается раппорт. То есть если опять-таки у вас какое-то длинное изделие, то запоминайте начало раппорта. Это 16 соединительных петель с накидом.
Делаю накид на крючке во второе звено от крючка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сцепка. Вкалываю крючок в 2 нитки, накид на крючке. 7, 8. Сцепка через 2 ряда, то есть делаю обратный накид, вкалываю крючок в перемычку в ниточку 1, в перемычку в ниточку 2 и в нижний ряд. Это получается 9. Подтягиваю, подтягиваю. 10, 11, 12, 13, 14, 15. В последнюю точку, ее всегда сложнее всего. Вот она. 16. Воздушная петля подъема и поворот. И следующий отрезок это просто 10 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше 8 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше выпуклый элемент листика. Соединительная петля, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля. И вот получается, это я закончила раппорт. То есть дальше, если у вас длинные изделия, вы так и вяжете 16 петель, 10, 8, выпуклый элемент листика. 16, 10, 8, выпуклый элемент листика. У меня последний сейчас будет листик, и он опять уйдет в резинку, поэтому у него будут некоторые изменения в раппорте. Да? Воздушная петля подъема, поворот, и делаю сначала 16 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше сцепка через 2 ряда. Так, сцепка через 2 ряда, значит, обратный накид. В первый ряд вкалываю крючок, во второй ряд вкалываю крючок и в нижний ряд. И вывожу рабочую нитку через все нити на крючке. Так. Подтягиваем, подтягиваем. Это 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15 и 16. Так, смотрю, чтобы все было ровно и симметрично. И дальше этот ряд должен еще уйти в резинку, поэтому дальше делаю 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя точка 6. Воздушная петля подъема, поворот. Итак, следующий отрезок начинаю 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше мне нужно связать 10 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь вяжу 8 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, и делаю выпуклый элемент листика. Соединительная петля, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, соединительная петля, воздушная петля подъема, поворот. Сначала делаю 8 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сцепка, 7, 8 и 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И второй ряд почти готов. Осталось сделать симметрично вот этот элемент, который мы делали в первом ряду. Так, воздушную петлю подъема я сделала. Делаю 8 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. Сначала делаю 2 соединительных петли с накидом. 1, 2 и 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И второй ряд на этом закончен. И следующий ряд, я уже не помню, какой он по номеру, но я обязательно подпишу что-нибудь на монтаже. И это будет полный ряд. Он сейчас сомкнет все вот эти вот выпуклости. Здесь, смотрите, должно быть 38 петель итого. То есть я набирала 38, и в итоге я должна прийти к этим же значениям. Итак, во второе звено от крючка, воздушную петлю подъема я сделала, во второе звено от крючка начинаю тут ряд за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
и 8. Как только я оказываюсь у какой-либо ступеньки, я делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Снова ступенька, значит, снова делаю сцепку. 15 и 16. Ну, в общем, работаю так до конца ряда. Здесь обычные соединительные петли. Не забываю только делать сцепки. Этот ряд я связала. У меня 38 петель. У меня все верно. Вот так сомкнулся этот край. Дальше следующий ряд. Воздушная петля подъема. Здесь мы переходим на обычное вязание. 4 соединительных петли обычных за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4. 28 соединительных петель за дальнюю дужку с накидами. 1, 2, 3, 4. И в конце ряда будет 6 обычных соединительных петель для резинки с вот этого края. Так, данный ряд я связала. Вот они, пышные косы. Сделала воздушную петлю подъема и перехожу к следующему ряду. Здесь немножко будет видоизменение, потому что, помните, у нас была отбивка. Вот он этот ряд отбивочный, да, который делает пространство. И с этого края отбивку сделать тоже надо. Вот смотрите, как это выглядит. С одного края, со второго. И сейчас мы будем делать эту отбивку. Здесь все просто. Единственное исключение из того, как мы вязали до этого, мы будем вязать вот это место не за дальнюю полупетлю, а за передние 2 дужки. Итак, сначала 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше начинаются пышные косы, и значит их я вяжу за 2 передние дужки. 1, 2, 3, 4. Так я делаю 28 соединительных петель, а в конце делаю снова 4 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. 28 петель за 2 дужки, за 2 передние дужки я связала, остается 4 обычных за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4. И вот смотрите, получился отбивочный ряд. Да, вот это же самое пространство образовалось. С одного края, с другого края все стало симметрично, ровно и красиво. И дальше мне нужно связать еще 4 ряда. Это 2 пары рядов, самых обычных, уже привычных. То есть мы вяжем нечетный ряд, 4 петли обычных, дальше 28 с накидом, 6 петель обычных. Четный ряд мы вяжем все петли обычные. И таких нужно еще 4 ряда. То есть это 2 пары рядов. Нужно, чтобы по краю вот этого узора образовалось еще 2 косички. Довязывайте эти 4 ряда самостоятельно. Я подпишу на экране номера этих рядов. Встречаемся там, и я показываю, как сшить это изделие. Связала я эти 4 ряда. Вот они, 1, 2, 2 пары кос получилось. И смотрите, теперь если вот так вот сложить, да, вдоль пальца и пересчитать косички у резинки сверху варежки. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня получается 11. И с другой стороны тоже считаем. Вот это будет закончено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Все верно. И теперь, если сложить точно так же варежку, но считать по низу, то здесь, видите, в край получается одна коса. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с другой стороны. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И одна у них центральная. То есть у меня вверх имеет 22 косички в резинке. Я сейчас сошью, и их будет 22.
совсем будет с незаметным швом, да, то есть просто будет одно единое полотно в 22 косички. А низ имеет 21 косичку. То есть здесь на одну косичку меньше. Это специально так задумано. Это информация для контроля, потому что у меня, ну, как бы ладонь, она шире, чем вот сама рука. Да, поэтому в руке я сделала небольшое сужение. Я на один ряд сделала меньше. Итак, дальше. Последний ряд нужно будет распустить. Последний ряд — это был ряд из обычных соединительных петель. Я отрезаю ниточку, ну, наверное, оставляю еще сантиметров 10, и его распускаю. Это был замерочный ряд для того, чтобы мне не ошибиться с длиной нитки. Распускаю вплоть до воздушной петли. Вот, оставляю одну петлю. Это не воздушная петля, это просто петля, которая выходит из последней соединительной петли предыдущего ряда. И сейчас я буду делать ювелирный шов. Да, я его несколько раз показывала. Наверное, я вам уже надоела. Если я вам надоела, то пишите об этом в комментариях. Так. Закрываю иголкой эту петлю. Вот так. И это получается воздушная петля подъема. Складываю изделие таким образом. То есть наборный ряд контрастной нитки у меня лежит ближе ко мне. Финальный ряд дальше от меня. Наборный хвостик слева в нижнем углу. Финальная нить справа в верхнем углу. Я складываю изделие лицом вовнутрь, соединяю две стороны и начинаю сшивать. Если вам мелко, то, скорее всего, вы смотрите это видео на каком-то видеоплеере в маленьком формате. Просто разверните видеоплеер на весь экран. Неважно, смотрите ли вы на телефоне, на планшете, на компьютере, разворачивайте, и тогда вам будет видно все. Вот так подхватывает контрастная нитка нити первого ряда основной вязки. И я точно так же своей иголкой дублирую траекторию контрастной нитки. Я подхватываю вот эти две петли и вытягиваю. Подтягиваю. Дальше увожу иголку в воздушную петлю, в ту петлю, которая у меня стала воздушной, вытягиваю, подтягиваю и в следующую кромочную. И возвращаю иголку в петлю, которую я только что сделала. Вот так. И снова подтягиваю. Здесь нужно попасть в плотность вязания, чтобы этот шов по плотности тоже не выбивался. Дальше снова вот так вот расправляю вот эти все ниточки и смотрю, как контрастная нитка подхватывает нити первого ряда. Вот так. И точно так же иголкой подхватываю две ножки и вытягиваю. Теперь в петлю, в кромочную и вытягиваю. Подтягиваю. В следующую кромочную и возвращаю в только что образованную петлю. И подтягиваю. Снова раздвигаю тут все нити и смотрю, вот контрастная нитка цепляет вот эти две ножки. И точно так же делаю иголкой. Подтягиваю. В петлю в кромочную предыдущего шага, в кромочную и в только что образованную петлю. Так. Опять раздвигаю. Опять подхватываю две ниточки, которые цепляет контрастная нить. Контрастная нить — это нить-подсказка, нить helper. В конце она удалится, ее не будет видно. Но без нее довольно сложно сделать такой шов. Я вам больше скажу, будет невозможно, потому что дальше у нас начнутся соединительные петли с накидами. И вот с ними будет посложнее чуть-чуть. Так, снова смотрю, как проходит контрастная нитка. Вот так. Точно так же делаю иголкой. И опять в кромочную, в петлю. Точнее, наоборот, в петлю, в кромочную. Теперь в кромочную и в петлю. Так, подтягиваю.
И опять. Вот так контрастная нить цепляет нити первого ряда, петлю в кромочную, вытягиваю и в следующую кромочную и в петлю. И снова вытягиваю нить. Это были обычные соединительные петли. Дальше пойдут соединительные петли с накидом. И вот смотрите, как они выглядят с изнаночной стороны. Здесь есть вот такая перемычка, но пускай она вас не смущает. Движения здесь все те же самые. Вот эту перемычку мы просто вот так вот, смотрите, вот я ее отодвинул, и там все те же 2 ниточки. Отодвигаю перемычку и снова иголкой цепляю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить. Здесь главное пряжу не расщепить, но может быть у вас другая пряжа. У меня, видите, я уже несколько раз этой пряжей связала, перевязала, и она потеряла скрутку. Да, если у вас пряжа хорошо скручена, у вас она не расщепится. У меня такой вариант возможен. Снова в петлю в кромочную, так, в петлю подтягиваю, подтягиваю. И опять вот. Вот он, этот накид, который здесь выглядит как такая перемычка, а на лице создает пышную косичку. Но если я его отодвигаю, там 2 ниточки. Вот так цепляю их иголкой, подтягиваю в петлю в кромочную, в кромочную, в петлю. Опять накид отодвигаю и подхватываю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нитка. Подтягиваю в петлю в кромочную, и в петлю. И работаю так до конца ряда. Здесь, вот на этом участке, снова произойдет смена рисунка. Здесь закончатся петли с накидом и начнутся обычные соединительные петли. Дошла я до резинки из обычных соединительных петель на противоположной стороне. Соединительные петли с накидом у меня закончились. В кромочную, в петлю. Смотрю, как контрастная нитка цепляет. Вот она цепляет 2 ниточки. Вытягиваю снова в петлю в кромочную, в петлю. И снова смотрю, как контрастная нитка цепляет нити первого ряда. Вот так. В петлю в кромочную, в петлю. Опять слежу за контрастной ниткой, цепляю 2 ниточки. В петлю в кромочную, в петлю. Так, снова здесь раздвигаю и смотрю, как контрастная нитка. Она цепляет вот 2 нитки. Раз. И вот 2. И опять в кромочную, в петлю. В следующую кромочную и снова в петлю. Так, а тут последний остается стежок. Вот, смотрите, снова 2 ниточки. И вот так вот я их тоже здесь все раздвигаю, чтобы было видно. Цепляю иголкой и возвращаю в петлю в кромочную. И нити мои сходятся в одной точке. Если я их сейчас свяжу на узел, связывайте, но только не туго. Раз, два. То обратите внимание, вот у меня получилось, вот смотрите, петля и нитка. То есть это воздушная петля.
была. Воздушная петля подъема. И здесь то же самое. Вот петля, вот нитка. То есть как бы в воздушной петле я соединяю эти нити на узел. И все, значит, правильно. Значит, все сошлось, все верно. Дальше вот эту нитку, контрастную нитку, нужно удалить. Открываю здесь петли. Так. Здесь нужно открыть вот этот ряд, наборный ряд. Так. И еще вот так. Так. Теперь тяну за хвостик, и она легко удаляется. Где-то, возможно, она просто уже привалялась, но это не страшно, все равно все очень легко удаляется. Удаляю контрастную нитку, прячу хвостики. Так, смотрите. Теперь я сказала здесь затягивайте не туго. Почему? Потому что мы сейчас этот узел, ну, как бы он получается прям вот в край. Некрасиво. Он на этом на срезе. Его нужно замаскировать. Поэтому здесь узлом мы не закрываем. Один узел распускаю. Так вот их подтягиваю. И дальше вкалываю крючок, иголку, вот в воздушную петлю как бы. Вставляю туда длинную нитку. И вот так, видите, по ходу движения она бы сюда и ушла, если бы это было вязание. Увожу в воздушную петлю эту нить и дальше прячу ее вот такими вот движениями в вязаной косе. Я не делаю тут узелочков, да, и поправляю. Лишнее можно уже обрезать. И точно так же делаю со второй ниточкой. Ее уже как бы вставлять никуда не надо, ее просто вот так беру вдоль этой же косы, только вдоль другой ее половинки. Я вот так вот обматываю ту же самую иголку. Так. Вставляю затем хвостик в ушко. Так, вставила и вытаскиваю. Здесь все поправляю, чтобы край, видите, тогда край становится точно такой же красивый, как и все остальные косички. Лишнее обрезаю. У меня еще вот здесь вот ниточки были. Так, и вот так. Выворачиваю изделие на лицо. Моя правая митинка, правая рукавичка готова. Левая, так, давайте померим ее. Вот, смотрите, какая она получилась. С таким вот узором, с такой косой. Смотрите, левая будет сделана в отдельном видео, но на самом деле для опытных вязальщиц, даже не то, что для опытных, а для тех, кто уже не первый раз работает в этой технике, и кто уже связал несколько варежек, митинок, рукавичек, не составит труда самостоятельно сделать левую. Здесь все будет точно так же, только наоборот. Сначала вяжется рисунок, потом делается палец, потом вяжутся вот эти вот простые ряды, да. Если здесь мы сначала начинали с простых рядов, которые делают эти пышные косы, потом палец, потом рисунок, то в левой рукавичке все будет наоборот. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Схема рукавички будет у меня на бусте, и левая, и правая отдельная. Спасибо за внимание. Пока-пока.